Привет, дорогие друзья! В этом видео буду делать кресло-качалку для моих родителей. Еще покажу, как сгибаю фанеру и из чего состоит моя гнулка для фанеры. И сделаем цифенбор на скорую руку. Шаблоны и размеры буду показывать по ходу видео. Заштриховываю все промежутки, которые нужно вырезать, а то в процессе я могу замечтаться и вырезать что-нибудь не то. Вырезаем детали, и таких 6 штук, из фанеры толщиной 10 мм. Прибиваю скобами шаблон к детали и выравниваю обгонной копировальной фрезой. И так все 6 деталей. Я купила готовые тонкие балясины, у нас они стоят около 90 рублей за штуку. Отрезаем лишнее. Стесываем шарик до состояния ровного шипа. И если не учитывать шип с обеих сторон, то получится ровно 50 сантиметров. Нарезаем полоски шириной 5 см 12 штук. Вырезаем спинку и сиденье для кресла. Если вам нужны шаблоны, делайте скрин экрана. Обратите внимание, что 2 внешние детали будут без отверстий в области лыжни, а 4 внутренних с отверстиями. Важно, чтобы у всех 4 деталей отверстия четко совпадали. Для этого соедините их очень ровно между собой и по очереди делайте отверстия. Пока я сверлила верхнюю фанеру, на нижней уже сделались отметки. Когда вы будете делать отверстие на 4-й детали, обязательно подложите под нее что-нибудь, чтобы не вырвать нижний слой фанеры. Итак, склеиваем детали и помним, что боковые детали без отверстий.
После того, как все склеилось, скругляю края с обеих сторон. И на второй детали также. Скругляем все, кроме места для подлокотника. Шаблон боковых деталей. Можете сделать скрин. Отмечаю места сгиба, брызгаю водой на полоску фанеры и сгибаю. Предварительно полоски из фанеры поставила в ванную и облила горячей водой. Не погружаю в воду, а только обливаю с обеих сторон. И оставила минут на 10. Таким образом фанера становится более пластичной. Такие полоски гнутся достаточно быстро, а вот 2 цилиндра из этого пуфика я гнула 2,5 часа каждый. Моя гнулка состоит из стальной оцинкованной трубы, толщина стали 1 мм, с резьбой на обоих концах, 2 заглушки, в них я просверлила отверстие. ТЭН для нагрева воздуха 800 Вт, лучше, наверное, 600 Вт, чтобы труба не перегревалась и фанера не подгорала. И песок. Лучше было бы засыпать кварцевый песок, но я сходила на озеро и взяла обычный. Промыла его, высушила и засыпала в трубу с ТЭНом. Пока что все работает. Но электричество пусть подключит электрик, сами не вздумайте. Я хочу усовершенствовать гнулку, но мне нужна подсказка от электриков. Как можно подключить к ТЭНу электричество, чтобы провод не перекручивался, когда я буду крутить трубу? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а я потом вам покажу, что у меня получится. Соединение делаем таким образом. Первый слой, второй слой и третий слой. Ну вот, наконец-то я приехала в гости к родителям. Гостей полный дом, поэтому работать я буду по полчасика в день, утром или вечером. Приклеиваю поролон толщиной 4 сантиметра.
Сверху приклеиваю более мягкий поролон толщиной 2 см. Снимаю фаску, чтобы скруглить края. Воспользовалась тем же шаблончиком, чтобы отверстия на поролоне совпадали с отверстиями на фанере. Теперь сделаем цифенбор на скорую руку. Отрезаем верх и затачиваем края. Я купила ножку с резьбой. Вкручиваю шуруп и завинчиваю гайку. Сиденье делаем также. Поролон толщиной 4 см. Сверху поролон помягче, толщиной 2 см. Вот вам шаблончики для отверстий на фанере и поролоне. А вот и моя лучшая помощница, моя мамулечка. Ну а если у вас нет шуруповерта, то можно вырезать поролон просто заточенной трубкой. Делаю замеры, чтобы знать, сколько мне понадобится ткани. Подготавливаю веревки для пуговиц. Этими нитками мне работать совсем не понравилось, очень режут пальцы. Сначала притягиваю просто ткань, а пуговицы вставлю потом.
Работаю на папином столе для рисования. Ох уж этот стол, кружился как хотел. И моя любимая сестренка мне уже помогает, чтобы скорее уже поехать гулять. Делаем подлокотники, чтобы поздно вечером не стучать, я решила эти гайки вдавить струбциной. Приклеиваю поролон толщиной 1 см и приклеиваю ткань, чтобы потом ее можно было легко заменить. Зашкуриваем места приклеивания. Лучше было бы, конечно, сразу эти места заклеить малярным скотчем перед покраской, покрасить и снять скотч. Для мамы, мне кажется, кресло высоковато. Нужно ей сделать еще маленький пуфик под ножки. Ну а вы не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Пока!